Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю с 22 по 28 июня. Давайте посмотрим, что ожидает вас на следующей неделе в этот отрезок времени. Пока я перетасовываю колоду, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить свое сообщение, свой лайк, если видео вам понравилось, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я постараюсь вам ответить. Кроме того, у меня под этим видео будет сообщение об акции, разбор даты рождения нумерологические. Кому интересно, можете почитать условия в закрепленном сообщении моем и, перейдя по вкладке «Сообщество», оставить там сообщение, свою дату рождения. Итак, давайте посмотрим, раки, что происходит у вас на следующей неделе. Неделя с 22 по 28 июня соответственно. Расклад у нас на двух колодах. Первая колода основная, а вторая колода уточняющая. Итак, понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, смотрим, что у нас есть. Первая карта, которую мы видим у вас, это четверка кубков. Карта, которая здесь называется сплин, тоска, грусть. Да, возможно, у кого-то будет чувство апатии в понедельник и какой-то неудовлетворенности теми событиями, которые у вас здесь могут происходить. Ну, действительно, какая-то неуверенность в событиях этого дня или что-то в таком духе. Вы можете с разочарованием смотреть на что-то, что было в прошлом и что не удалось, не получилось, и вы об этом сожалеете, мол, ну вот почему, да, не сложилось так, как хотелось, вот вложили вы какие-то усилия свои эмоции, свое время, да, и вот это не получается сделать так, как вам бы хотелось. И вот эта рука, протягивающая вам кубок, здесь показывает, что это не финал, как бы есть много других возможностей у вас, вам нужно просто увидеть их, рассмотреть, оглянуться по сторонам, они обязательно найдутся, но вы почему-то их сейчас не замечаете или, по крайней мере, делаете вид, что не замечаете, потому что не уверены вообще для вас это возможность или нет. Вот она, карта четверка кубков. Кстати, она может говорить еще и о каком-то пресыщении чем-либо, допустим, едой или напитками в этот день, поэтому нужно быть в целом осторожнее от переедания, допустим. Потому что четверка кубков вот в другой колоде, в этой колоде Таро Алистера Кроули, Таро Тота, она называется лакшери, пресыщение. То есть может быть действительно как пресыщение чем-то, чего-то чересчур много. И это вызывает вот такую тоже апатию, которая может по этой карте прослеживаться. Ну, давайте посмотрим, что здесь может иметься в виду. Почему четверка кубков у раков выпадает в понедельник? Четверка кубков выпадает с семеркой мечей. Здесь что-то идет не так, как вы ожидали или как вы бы хотели. То есть вот у вас был один вариант ожидаемого, он не совпадает с тем, что вы себе запланировали. И, собственно, по семерке мечей вы можете разочароваться или разочароваться в ком-то, что кто-то схитрил, кто-то поступил нечестно в отношении вас, или вот провал ваших планов, что-то не получилось, как вам хотелось. Дальше карта шестерка кубков. И это карта, которая говорит в целом про семейный уют, ваше, возможно, проведение времени с вашей семьей, с вашими близкими, вашими детьми. Здесь вот дети изображены. Может быть, здесь какое-то подходящее событие, чтобы организовать такие семейные посиделки, встречи, возможно, какие-то праздники, юбилеи, дни рождения. Кстати, у вас дни рождения, верно, сейчас? То есть по шестерке кубков может быть вот такая вот ситуация, где вы просто собираетесь вместе, что-то отмечаете здесь. Можно вспоминать что-то из прошлого или какая-то, может быть, ностальгия о том, как было раньше, как было в прошлом. То есть есть какие-то воспоминания о прошлых событиях. Для вас они очень важны здесь и имеют какое-то большое значение. Может быть, люди появляются для вас
хорошо знакомые в прошлом, то есть кто-то из ваших знакомых, друзей, близких, которые для вас как родные, потому что вот вы их хорошо знаете. Шестерка кубков тоже может говорить еще об этом. Ну, давайте посмотрим, почему шестерка кубков у раков выпадает во вторник. Тут королева жезлов, много огня, много по королеве жезлов, либо общение с человеком огненной стихии, это лев, овен или стрелец, либо в целом, вот знаете, вот такой вот прилив энергии, энтузиазма, и по королеве жезлов успешного дня в целом, когда вы успешны в том, что вот вы опять-таки проводите это время или день с семьей, в том, что вы по королеве жезлов успешные какие-то решаете дела для себя, может быть, отмечаете снова-таки что-то. Карта тройка жезлов, карта взгляда в будущее, взгляда в перспективу, когда вы планируете нечто, строите здесь планы касаемо, допустим, вашей работы или личной жизни, потому что тройка жезлов, она говорит о том, что вы уже приняли решение, вы уже сделали выбор касаемо чего бы то ни было, и сейчас вы просто находитесь на пути следования к своей цели, и по тройке жезлов ожидаете, когда же это произойдет, и уже первые результаты от ваших усилий вы уже имеете, потому что здесь вот есть эти листочки на жезлах, да, они уже прорастают и показывают, что есть уже какой-то успех от вложенных вами усилий. Он смотрит на корабли, которые уплывают от него, потому что это торговые корабли, он отправил эти суда в другие страны, и он ждет, соответственно, когда они продадут товар, привезут прибыль. То есть это как ожидание, когда это произойдет, да, ожидание успеха, ожидание результата от вашего труда, который вы вложили, и нацеленность на материальное благополучие. Возможно, по тройке жезлов вы здесь пытаетесь кого-то поддержать тоже или кому-то помочь, потому что тройка жезлов — это как несколько людей вместе, которые работают на одну общую цель, на достижение цели. Вместе с двойкой мечей, которая здесь тоже у вас выпадает, она называется здесь peace, мир. Она действительно по двойке мечей может говорить о том, что вы терпеливо, сдерживая свои эмоции, ждете какого-то результата. Может быть, вы оказываете помощь и поддержку близкому человеку, по двойке мечей, это кто-то любимый или кто-то, кто в близких отношениях, дружеских с вами, но при этом вы вынуждены как будто бы сохранять такую стойкость в плане эмоций, поддерживая или оказывая помощь такому человеку. Даже не знаю, почему здесь такие карты, но вот то, что есть. И следующая восьмерка мечей, которая здесь у вас выпадает на четверг, показывает какие-то ментальные страхи, какие-то переживания ваши, может быть, ожидания неудачи или какие-то препятствия, которые возникают у вас на пути, и вы можете по этому поводу действительно здесь сильно переживать, ожидать какой-то, как неуспех, да, ожидание накручивания себя, какие-то дополнительные страхи, которые могут возникать из-за того, что кто-то вам говорит вещи, в которые вы начинаете верить, даже если они не соответствуют действительности, да, то есть здесь какие-то переживания, волнения. И по четверке кубков, которая вот здесь вот у вас выпадает, я про нее уже говорила, карта лакшери, да, она в этой колоде называется, она действительно здесь говорит опять-таки вот про такую ситуацию, когда вы чем-то недовольны, расстроены, чем-то разочарованы из-за чего-то, и это вызывает у вас определенные страхи, либо новая возможность, которая вам выпадает, вызывает у вас переживания, страхи, и вы сами себя ограничиваете вот этого выбора, который вам здесь дается. То есть вы тревожитесь о том, что по каким-то причинам это предложение или этот выбор, он не для вас, он не подходит или да, по каким-то причинам вам не совсем нужен. То есть находите 1000 причин, чтобы от чего-то отказаться, что вам здесь предлагают. Может быть, отказываетесь от какого-то предложения куда-то пойти, допустим, остаетесь дома. То есть вот что-то вот в таком духе. Следующая карта рыцаря мечей, это воздушная стихия. Здесь явно такой человек, персона, карта двора, говорящая о человеке такого знака воздушного, возможно, который имеет отношение к этому дню. Это весы, близнецы или водолеи, если мы говорим про воздушный знак. Но также и вы можете проявлять здесь себя, хоть вы и не воздушная стихия, а водная, вы раки, но вы можете здесь проявлять много решительности, много смелости. И вот такой вот по мечам, который он здесь несет в своей руке, и мчиться на этом коне, совершать какие-то очень быстрые, очень
резкие поступки, проявляя порывистость, проявляя вот свой характер здесь и храбрость в чем-то. Может быть, даже из-за чего-то злитесь, проявляете гнев, то есть доказываете свою позицию, отстаиваете свою точку зрения и, собственно, преодолеваете какие-то сложности и трудности в пятницу. И вместе с картой император здесь может быть либо конфликт, который возникает с таким императором, либо вы выступаете в роли этого императора. То есть вы считаете, что вы лучше знаете, как нужно поступить по императору, вы превосходите в чем-то там другого человека и знаете, опять-таки, как правильнее поступить в чем-то. То есть проявляете себя лидером, амбициозным, авторитетом. Карта, кстати, Овна, может говорить про Овна, человека знака Овен. Даже несмотря на то, что да, речь может идти о вас, может быть общение с человеком знака Овен или воздушного знака и какой-то конфликт, который возникает с этим человеком. То есть вы спорите, что-то доказываете. У кого-то это выступает, там, не знаю, такое сочетание в роли конфликта с начальником, допустим. То есть император, вышестоящий, кто-то, кто занимает более высокую должность. И здесь какое-то выяснение отношений, какой-то конфликт тоже может быть. Карта папы, я не знаю, мужа. То есть для кого, какая фигура, что она может нести по императору, то есть какое-то выяснение здесь отношений, правда, может быть, или какие-то проявления вот этого вот упорства, да, вот этой вот энергии мечей по рыцарю мечей. Карта шестерка мечей, карта перемен, возможно, перемен, связанных с поездкой. Вы можете куда-то ехать в субботу, какие-то могут быть, правда, перемещения, путешествие такое на выходные, либо вы едете куда-то, не только на выходные, да, но здесь как поездка может быть, либо какой-то шанс поменять нечто к лучшему, то есть изменить ситуацию к лучшему, и вы ищете возможности, чтобы это сделать, рассматриваете какие-то варианты, чтобы поменять то, что в вашей жизни происходит, в лучшую сторону, потому что у вас есть по карте звезда стремление к лучшему, стремление к большему получению результата, и эта цель, она вас вдохновляет и заставляет продвигаться дальше, дает вам надежду, позволяет вам, не знаю, вот не бояться расти, духовно расти к своей цели, собственно, идти к этой цели. Можете здесь узнать что-то, что вас будет вдохновлять и воодушевлять, соответственно, либо какие-то перемены происходят в этот день, которые дают надежду. Следующая карта десятка мечей на воскресенье, она здесь называется крах, но действительно она может говорить про чувство стресса и переживания, которое у кого-то из вас, из раков, может быть, в воскресенье. И тут же семерка кубков, карта выбора, то есть стресс из-за выбора или какое-то отчаяние из-за того, что есть много возможностей, но вы не знаете, какая из них больше вам подходит, вы очень боитесь ошибиться, боитесь поступить неправильно. Вы можете переживать или испытывать стресс из-за того, что ваши мечты и планы в чем-то здесь не совсем реализуются, как вам бы хотелось, то есть не получается так, как вы хотите сделать, и это вызывает у вас чувство отчаяния, и вы можете испытывать определенные трудности в целом. Это, в принципе, карта трудностей и десятка мечей, ощущение стресса, усталости от этих трудностей в воскресенье. То есть что-то не складывается так, как опять вам хочется в этот день. Итак, дорогие раки, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!